Иногда все меняется из-за одной секунды. Не из-за громкого заявления, не из-за интервью и даже не из-за официальных новостей. А из-за одного кадра, который появляется в ленте и будто нажимает кнопку «Включить обсуждение». Именно так началась эта история вокруг Керема Бюрсена. Все выглядело слишком знакомо. Сначала кто-то замечает, потом пересылает друзьям, потом появляются первые заголовки, затем волна репостов, и вот уже кажется, что интернет говорит только об одном. Его имя снова на первых строках. Его обсуждают те, кто следит за каждым шагом, и те, кто вообще не в теме, но все равно открывает новость просто потому, что она звучит слишком громко. Керем давно привык к вниманию. Но есть разница между привычным интересом и тем моментом, когда вокруг тебя вдруг возникает ощущение, это больше, чем просто новости. Потому что в такие дни внимание становится плотным, почти физическим. Оно будто собирается вокруг одного человека и не отпускает. И самое интересное здесь даже не в том, что кто-то что-то написал, а в том, что на этот раз повод был не из тех, которые появляются случайно. Все выглядело так, будто Керем сам дал аудитории то, чего она ждала слишком долго, и сделал это спокойно, уверенно, без лишнего шума. Все эти мгновенно начали говорить одно и то же разными словами. Он больше не прячется. Он не оставляет пространства для догадок. Он показал то, что раньше оставалось только предметом обсуждений. И в этом моменте есть особая магия. Потому что публика всегда чувствует разницу между случайным попаданием в кадр и осознанным шагом. И когда шаг осознанный, интерес становится в 2 раза сильнее. Первые реакции были почти одинаковыми: удивление, восторг, вопросы. Люди словно не верили, что это происходит прямо сейчас. А потом все пошло по знакомому сценарию, который всегда включается, когда публичный человек показывает личное. Кто-то радуется, кто-то сомневается, кто-то начинает анализировать, кто-то ищет скрытые смыслы. Но в этот раз было ощущение, что история только начинается. Потому что обсуждение очень быстро перестало быть просто обсуждением. Оно стало движением. Как будто все одновременно захотели понять одно, что это значит. И тут мы подходим к самому важному. В центре всего оказался один конкретный момент, который запустил волну. Не длинный текст, не официальная речь, не громкая фраза. Один кадр. И именно он стал точкой, после которой имя Керема снова оказалось в режиме везде. Все случилось настолько быстро, что многие даже не успели понять, с какого именно момента началась буря. Казалось, еще вчера вокруг Керема было привычное спокойствие, редкие новости, рабочие упоминания, стандартный интерес. А потом, будто щелкнул выключатель, и лента изменилась. Причина была проста и одновременно очень сильна. Керем появился рядом с новой девушкой так, как это невозможно трактовать двусмысленно. Ни случайный фон, ни размытый кадр, ни чужая публикация, где можно спорить, он или не он. Все выглядело прямолинейно и уверенно, и именно поэтому момент стал таким громким. Интернет любит неопределенность, потому что на ней строится бесконечное обсуждение. Но еще сильнее он любит редкие случаи, когда неопределенность исчезает. Потому что тогда начинается новая игра, не правда ли это, а что дальше? И вот здесь произошло самое интересное. Этот кадр не просто подтвердил, что в личной жизни Керема есть новая глава. Он изменил атмосферу вокруг него. Впервые за долгое время обсуждение стало не предположением, а фактом, который можно увидеть глазами. И люди моментально отреагировали так, как реагируют всегда, когда публичный человек делает шаг в личное пространство. Он наконец-то показал ее. Значит, все серьезно. Почему именно сейчас?
Он выглядит спокойным, уверенным, как будто ему все равно на шум вокруг. И вот эта последняя мысль стала ключевой. Потому что спокойствие Керима выглядело как вызов. Не людям, не журналистам, а самой привычной схеме, где знаменитость обязана объяснять каждую деталь. Он ничего не объяснял. Он просто показал. И чем меньше объяснений, тем сильнее желание публики заполнить паузу своими выводами. Кто-то увидел в этом романтику. Кто-то – стратегию. Кто-то – новый этап. Но все сошлись в одном – момент оказался слишком громким, чтобы пройти мимо. Потому что это был не просто появился с девушкой. Это был сигнал. И он прозвучал как «Я больше не прячу свою жизнь от камеры так, как раньше». И вот тут внимание переключилось на следующий вопрос, который всегда возникает сразу после такого шуга. Он звучит почти автоматически, и именно он держит зрителя дальше. Кто она? Потому что в таких историях важен не только главный герой. Важен тот, кто появился рядом с ним. И чем более медийной оказывается эта фигура, тем сильнее растет волна. А дальше, буквально за считанные часы, начали всплывать детали: кто эта девушка, почему ее знают, как она живет, чем она занимается, почему ее имя уже знакомо многим. И вот именно здесь история становится еще интереснее. Потому что она не случайная. Она медийная. И значит, обсуждение будет не просто сильным, оно будет долгим. Когда имя девушки начинает звучать отдельно от имени актера, это всегда знак, что история уже вышла на другой уровень. Потому что одно дело, когда рядом с известным человеком появляется неизвестное. И совсем другое, когда рядом оказывается личность, у которой уже есть собственная аудитория, стиль, узнаваемость и своя медийная сила. Именно поэтому обсуждение вокруг Керима не остановилось на простом «он в отношениях». Оно пошло дальше. Намного дальше. Потому что его новая возлюбленная не человек из тени. Она не просто рядом. Она – часть современного медийного мира, где внимание измеряется охватами, визуалом, реакцией подписчиков и тем, насколько быстро твое имя начинает жить в рекомендациях. И в этот момент у зрителя появляется ощущение, будто открылась новая дверь. Не в смысле личных деталей, а в смысле масштаба. Потому что теперь это не история, которая обсуждается только фанатами Керима. Это история, которая разлетается по двум аудиториям сразу. И эти аудитории начинают пересекаться. Одни приходят посмотреть на нее и понять, что именно в ней зацепило Керима. Другие приходят посмотреть на него и понять, почему он сделал этот шаг именно сейчас. А третьи просто наблюдают, потому что видят, это не случайная вспышка, это полноценная медийная волна. И чем больше людей подключается, тем сильнее начинает работать эффект «все говорят, значит, это важно». Даже те, кто обычно не интересуется личной жизнью знаменитостей, ловят себя на том, что открывают новости снова и снова. Потому что история звучит как начало чего-то нового. И самое тонкое здесь – в реакции. Потому что когда рядом с актером появляется девушка с собственной публичностью, начинается не просто обсуждение, а оценка. Люди сравнивают, анализируют, пытаются понять динамику пары по одному кадру. Кто-то пишет, что это выглядит красиво и уверенно. Кто-то замечает стиль, детали, атмосферу. Кто-то ищет в этом идеальную картинку. Но именно в этом и скрыта сила такой пары. Она выглядит как событие, которое невозможно случайно придумать. Оно либо настоящее, либо очень точно подано. И зритель всегда чувствует разницу. Керем в этой истории выглядел так, будто он не пытается никого удивить. Он просто показывает: да, это часть моей жизни.
И это создает эффект уверенности, который цепляет еще сильнее. Потому что уверенность в кадре всегда вызывает желание смотреть дальше. И вот тут начинается самое интересное. Публика не просто обсуждает девушку. Публика начинает обсуждать самого Керема иначе. Не как романтического героя, не как любимца аудитории, а как мужчину, который вдруг перестал прятаться от вопросов. Он не устраивает объяснений, не делает громких заявлений, не оправдывается. Он просто дает понять, жизнь идет дальше, и он не собирается играть по чужим правилам. И именно это делает историю настолько живой. Потому что она перестает быть только про отношения. Она становится про выбор. Про то, как человек с огромной известностью решает, показывать личное или держать дистанцию. Но чем больше обсуждение разгоняется, тем сильнее становится напряжение. Потому что когда сеть начинает кипеть, она не умеет останавливаться мягко. Она либо взрывается, либо требует продолжения. И продолжение действительно появилось. Причем в самой неожиданной форме. Пока все обсуждали личную жизнь, Керем оказался в другом пространстве, там, где все построено не на эмоциях, а на статусе, стиле и присутствии. Он появился в Милане, на модных событиях, где каждая камера фиксирует не только лицо, но и уверенность человека в кадре. И это стало идеальным контрастом. Потому что сеть кипит, а он будто говорит своим видом: «Я контролирую ситуацию». Когда история разгоняется, у нее всегда появляется второй двигатель – реакция людей. И именно реакция превращает обычную новость в то, что невозможно остановить. С Керемом произошло именно так. Потому что после появления кадра с новой девушкой сеть будто разделилась на несколько потоков, которые начали двигаться одновременно. Первый поток – чистая поддержка. Люди радовались искренне, писали теплые слова, желали счастья и говорили, что он заслуживает спокойной личной жизни без давления и бесконечных ожиданий. Для них это выглядело как приятная новость и знак того, что Керем наконец-то живет так, как хочет. Второй поток – удивление. Не негатив, не агрессия, а именно шок от того, что все произошло так открыто. Многие привыкли к тому, что Керем осторожен и редко дает поводы для громких обсуждений. А тут все настолько ясно, что даже сомневаться не получается. И это выбивает из привычной картины. Третий поток – вопросы. Причем вопросы не только про девушку, а про сам момент: почему именно сейчас? Почему так резко? Почему так уверенно? И вот здесь начинается то, что интернет умеет лучше всего – превращать обычный шаг в знак чего-то большего. Четвертый поток – сравнение. Как бы люди ни пытались быть тактичными, медийная память работает автоматически. Когда появляется новая глава, старые вспоминаются сами. И даже те, кто не хотел обсуждать прошлое, все равно ловили себя на том, что читают комментарии, где люди сравнивают раньше и сейчас. Но самое важное, все это происходило одновременно. И чем больше было реакций, тем выше становилась температура обсуждения. Потому что соцсети не умеют обсуждать спокойно. Они либо делают из новости праздник, либо превращают ее в спор. А когда спор начинается, он становится бесконечным, потому что каждый пишет не про Керема, а про свое отношение к таким ситуациям вообще. Одни говорили: «Пусть будет счастлив, хватит копаться». Другие отвечали: «Но почему все выглядит так идеально?» Третьи добавляли: «Это просто жизнь, не ищите скрытого смысла». Четвертые подливали масло в огонь: «Если это показали, значит, дальше будет еще громче». И вот тут появляется самая интересная деталь. Чем сильнее люди спорили, тем сильнее Керем становился центром внимания. Даже те, кто не писал комментарии, наблюдали. Потому что у этой истории было то, что цепляет лучше всего – ощущение,
что дальше будет новый поворот. И этот поворот действительно случился. Но не в виде новых кадров или громких признаний, а в виде контраста, который будто специально был создан, чтобы усилить эффект. Пока сеть спорила и разогревалась, Керем появляется в Милане на модных событиях в образе человека, который выглядит так, будто ему вообще не страшен никакой шум. Он не прячется, не исчезает, не закрывается от камер. Наоборот, он присутствует там, где каждый взгляд, каждая вспышка и каждый шаг становятся частью картинки. И вот это столкновение двух реальностей, личной и публичной, стало тем моментом, когда история перестала быть просто романом. Она стала ощущаться как новая эпоха для Керема. Потому что зритель видит, в интернете буря, а он выглядит так, будто держит руль крепче, чем когда-либо. И дальше вопрос становится еще сильнее. Это совпадение или идеально выбранный момент, чтобы показать всем, он не только в отношениях, он еще и на вершине уверенности. Милан – это город, где все выглядит громче, чем в обычной жизни. Там даже обычный шаг кажется заявлением, а взгляд в камеру превращается в сигнал «Я здесь, и я знаю, что вы смотрите». И именно в этот момент Керем Бюрсин появился на публике так, будто вокруг него нет никакого шума. Ни обсуждений, ни волн, ни тысячи комментариев, которые уже успели разлететься по сети. Он выглядел уверенно, собранно и очень спокойно, и это спокойствие стало отдельной новостью. Потому что зритель всегда чувствует контраст. Еще вчера лента кипела от обсуждений его личной жизни. А сегодня он в Милане, на модных событиях, среди камер, вспышек и внимания другого уровня. И выглядит так, будто это не спасение от шума, а его естественная среда. Такие моменты меняют восприятие. Ведь одно дело, когда актер появляется в кадре в привычном формате. И совсем другое, когда он становится частью модного мира, где важны не слова, а образ. Там никто не спрашивает напрямую, там просто фиксируют, как ты стоишь, как ты смотришь, как ты держишь себя. И Керем держался так, будто он заранее знал, что именно сейчас все будут смотреть на него особенно внимательно. Это создало ощущение, что в этой истории есть скрытая логика. Не заговор, не теория, а именно логика момента. Потому что появление в Милане на фоне бурных обсуждений выглядит как сильный ход. Даже если он не планировался как ответ, он все равно воспринимается как ответ. Ответ без слов. И публика это считывает мгновенно. В комментариях начинает писать не только о девушке, но и о том, как он выглядит. Как он изменился. Как он будто стал еще более уверенным, чем раньше. Люди замечают детали: взгляд, стиль, спокойствие, собранность. И чем больше деталей замечают, тем сильнее укрепляется ощущение, что Керем сейчас не просто в центре внимания. Он в моменте силы. А когда человек находится в моменте силы, интерес к нему возрастает вдвое. Потому что зрителю хочется понять, что стало причиной. Эта новая любовь так влияет. Это просто удачный период. Это смена отношения к публичности. И вот здесь история начинает разворачиваться уже как кино. Потому что у нее появляется второй сюжетный слой. Не только он показал отношения, но и он показывает новую версию себя. В этом и заключается магия Милана в данной истории. Он стал не фоном, а усилителем. Он сделал личную новость еще более громкой, но при этом не добавил ни одного лишнего слова. Только картинку. И чем больше было этой картинки, тем сильнее люди начинали думать: если он так спокойно выходит в свет, значит, он точно не случайно оказался в центре обсуждений. Значит, он сам выбрал этот момент. Но самое интересное, что после Милана обсуждение стало другим. Оно перестало быть только эмоциональным и стало более внимательным.
Люди начали не просто говорить, а наблюдать. Как будто все ждут следующего кадра, следующего шуга, следующего сигнала. Потому что когда личная жизнь публичного человека выходит на поверхность, она редко делает это один раз. Обычно после первого шуга появляется второй, потом третий. И так рождается целая новая история. Но здесь важно другое. В этот период вокруг Керема сложилось ощущение, что все сошлось слишком идеально. Как будто события сложились в одну неделю так, чтобы создать максимальный эффект. И это подводит нас к следующему вопросу, который стал главным у многих. Почему все произошло именно сейчас? Почему именно в этот момент? И почему это совпало с таким ярким публичным появлением? Когда несколько событий складываются в одну неделю, люди почти всегда начинают искать скрытый смысл. Это происходит автоматически. Потому что мозг не любит совпадений, ему хочется логики. Особенно когда речь идет о знаменитости, у которой каждый шаг выглядит как часть большого плана. И с Керемом Бюрсином эта логика будто сама просилась в кадр. Сначала личная новость, которая мгновенно разлетелась по сети. Потом яркое появление в Милане, где он выглядит максимально уверенно. И в итоге создается ощущение, что все произошло не просто случайно, а в идеально выбранный момент. Но правда в том, что даже если это не было спланировано, эффект получился именно таким. Потому что публичность работает по своим законам. Если ты показываешь личное и в тот же период выходишь на большую сцену, внимание умножается. И люди начинают воспринимать это как новый этап. На этом фоне особенно заметно, что Керем не пытался тушить волну. Он не делал громких объяснений, не уходил в тень, не пытался закрыть тему. Он просто продолжал жить в кадре спокойно. И это спокойствие стало самым сильным раздражителем для обсуждения. Потому что интернет ожидает реакции. Он ждет оправданий, эмоций, намеков. А когда человек не дает ничего из этого, появляется ощущение загадки. Не потому что есть тайна, а потому что нет привычного ответа. И тогда обсуждение начинает двигаться само. Кто-то пишет: он выглядит счастливым, все понятно. Кто-то отвечает: он слишком уверен, как будто ему все равно. Третьи добавляют: это и есть уверенность взрослого человека. А кто-то делает выводы: если он так спокойно это показывает, значит, дальше будет еще интереснее. И вот тут появляется самый тонкий момент всей истории. Он не про личную жизнь и не про моду. Он про то, как меняется отношение публики к человеку, когда он перестает быть вечно загадочным и начинает давать реальности выглядеть так, как она есть. Потому что раньше вокруг Керема всегда было ощущение дистанции. Он был любимцем аудитории, но при этом сохранял границы. А сейчас границы будто стали мягче. Не исчезли полностью, но стали ближе. И именно это создало эффект близости, который аудитория воспринимает как подарок. Но чем ближе становится образ, тем сильнее начинается вторая волна интереса. Та, которая почти всегда приходит следом. Волна прошлого. Это происходит неизбежно. Как только появляется новая глава, люди автоматически вспоминают предыдущие. Не потому, что хотят копаться, а потому, что так устроено восприятие: если сейчас так, то что было до этого? И именно поэтому на фоне новых отношений Керема снова начали всплывать старые имена и старые ассоциации. Причем не в формате скандалов, а в формате привычного медийного эффекта. Прошлое всегда возвращается, когда настоящее становится громким. И чем сильнее обсуждают новую девушку, тем чаще кто-то пишет: а помните, как было раньше? Чем увереннее он выглядит в Милане, тем чаще появляется мысль: он изменился, это уже другой Керем.
И вот здесь история становится еще более цепляющей. Потому что теперь это не просто новость про отношения. Это история про трансформацию. Про то, как человек выходит из прошлого этапа и входит в новый. Про то, как публика пытается догнать это изменение. И про то, как одно появление может включить целую цепочку воспоминаний и сравнений. Следующий шаг – самый опасный и самый обсуждаемый. Потому что именно здесь обычно начинается то, что превращает любую личную историю в бурю, тень прошлых отношений и то, как медиа любят возвращать ее в кадр. Прошлое в медийном мире никогда не исчезает окончательно. Оно просто ждет момент, когда его снова станет удобно достать. И чаще всего этот момент появляется тогда, когда у человека начинается новая глава. У Керема это сработало почти мгновенно. Как только сеть приняла факт новых отношений, обсуждение словно переключилось на режим «сравнить». И это не обязательно про негатив. Иногда это просто привычка публики. Они хотят понять, что изменилось. Они пытаются уловить разницу между тем, каким он был раньше, и тем, каким он выглядит сейчас. И вот здесь начали всплывать старые имена, старые ассоциации, старые воспоминания. Причем часто даже не потому, что кто-то специально хотел разжечь обсуждение, а потому что медийная память работает автоматически. Люди пишут комментарии, другие отвечают, и за несколько часов тема прошлого снова становится частью настоящего. Но самое интересное – это то, как Керем выглядит на фоне этого. Он не вступает в спор. Он не дает поводов для новых волн. Он не превращает свою жизнь в объяснительную записку. Он просто остается спокойным. И это спокойствие действует на аудиторию сильнее любых слов. Потому что оно показывает, он не живет в прошлом. Он не пытается доказать что-то кому-то. Он просто идет дальше. А когда публичный человек идет дальше уверенно, это всегда вызывает две противоположные реакции. Одни говорят: наконец-то, он заслужил спокойствие. Другие отвечают: но почему все так резко изменилось? И вот именно это почему снова удерживает людей у экрана. Потому что зритель не хочет просто новости. Зритель хочет смысл. Он хочет объяснения, даже если никто его не обещал. И поэтому начинается поиск логики в деталях, как он улыбается, как стоит рядом, как выглядит на мероприятиях, как ведет себя в кадре. Иногда это доходит до смешного, но в целом это всегда про одно – публика пытается прочитать человека по внешним признакам. Потому что в реальной жизни мы так и делаем. Просто здесь это происходит на глазах у миллионов. И вот тут важно не потерять нить. Потому что наша история не про обсуждение чужих прошлых отношений. Она про то, как Керем оказался в точке, где любая его новость становится масштабнее, чем он сам. С одной стороны, он сделал личный шаг, который вызвал волну. С другой, он появился в Милане и показал уверенность. С третьей, прошлое снова пытаются вернуть в кадр, потому что так работает медиа. И на этом фоне происходит самое важное – образ Керема меняется прямо на глазах. Раньше его воспринимали как человека, вокруг которого всегда есть легкая загадка. Он будто держал дистанцию и не давал публике слишком близко подойти к личному. А сейчас, в этой новой неделе, он будто делает шаг навстречу не словами, а самим фактом, что он больше не скрывает то, что раньше было закрыто. И это создает эффект взросления. Эффект «я больше не играю в догадки». Эффект человека, который перестал быть заложником ожиданий. Но как только публика чувствует, что человек меняется, она начинает задавать следующий вопрос: а что это значит для его будущего? Потому что отношения – это одна история. Публичность – другая. А образ, который складывается сейчас,
может повлиять на все, что будет дальше. И вот тут мы подходим к следующему шагу. К самому спокойному, но самому важному моменту, что реально меняется для Керема прямо сейчас, когда он одновременно в центре обсуждений и выглядит так, будто держит ситуацию под контролем. Самое удивительное в таких историях – то, что изменения не всегда происходят громко. Иногда внешне все выглядит спокойно – кадры, мероприятия, фотографии, короткие новости. Но внутри этой спокойной картинки может происходить поворот, который меняет восприятие человека надолго. С Керемом сейчас именно такой момент. Потому что на первый взгляд все просто. Он показал новую девушку, сеть отреагировала, затем он появился в Милане. Но если смотреть внимательнее, становится видно другое. Он не просто оказался в центре внимания. Он как будто перешел на новый уровень управления этим вниманием. Раньше интерес к нему держался на привычной формуле. Он нравится аудитории, он харизматичен, он всегда в центре обсуждений, но личное остается закрытым. Это создавало образ дистанции, которая подогревала интерес. Люди додумывали, строили версии, обсуждали намеки. Теперь же он делает шаг, который ломает эту схему. Он не оставляет места для догадок там, где раньше было только ожидание. И это моментально меняет все. Потому что когда человек перестает прятаться, публика перестает искать тайну, но начинает искать смысл. А смысл в таких ситуациях обычно один – человек взрослеет в глазах аудитории. Не потому, что он стал другим человеком за одну неделю, а потому, что он начал вести себя так, будто ему больше не нужно подстраиваться под чужие ожидания. Он не оправдывается, не объясняет, не играет в «угадайте». Он просто показывает реальность и идет дальше. И вот это идет дальше сейчас особенно заметно. Потому что параллельно с личной новостью Керем появляется в публичном пространстве максимально уверенно. Милан, камеры, свет, стиль – все это выглядит как демонстрация внутреннего спокойствия. И зритель считывает это мгновенно, и если человек выглядит так уверенно, значит он не чувствует угрозы. А когда нет ощущения угрозы, появляется ощущение силы. И в этот момент обсуждение вокруг него начинает менять тон. Оно становится не таким взрывным, а более наблюдательным. Люди начинают смотреть на него как на фигуру, которая сейчас формирует новый образ. Не просто актер, которого обсуждают, а человек, который сам задает ритм. И это очень важно. Потому что медийная реальность обычно работает наоборот. Аудитория задает ритм, а знаменитость вынуждена реагировать. Здесь же ощущение, будто Керем не реагирует. Он просто живет. И этим самым забирает контроль обратно. Но чем больше контроля, тем сильнее интерес. Потому что публика всегда хочет видеть, как человек справляется с давлением. Даже если это давление не официальное, а эмоциональное. Даже если оно состоит из комментариев, заголовков и постоянного внимания. Людям интересно наблюдать за тем, кто не ломается, не суетится и не теряет себя. И именно это сейчас создает новую интригу. Потому что если он уже сделал шаг в личной жизни и не испугался реакции, значит он готов к следующему шагу. Возможно, не завтра и не послезавтра. Но ощущение продолжения появляется само. И здесь история снова становится похожа на кино. Зритель видит героя, который спокойно идет вперед и понимает, что впереди обязательно будет следующая сцена. Но самая сильная интрига заключается в другом. Не в том, что он показал отношения, и не в том, что он появился в Милане, а в том, что он делает это без лишних слов. Он не дает толпе управлять его жизнью. Он просто показывает то, что считает нужным. И это вызывает уважение у одних и еще больше вопросов у других.
Потому что когда человек молчит, публика спорит. А когда человек говорит мало, публика спорит еще сильнее. И вот теперь, когда образ Керема становится все более цельным, мы подходим к моменту, где все складывается в одну линию. Он выглядит так, будто он не просто пережил волну обсуждений, он вышел из нее сильнее. И следующий шаг, самый яркий, то, как именно он показывает миру свою новую версию. Через стиль, через присутствие, через уверенность. Через ощущение, что он больше не играет роль в чужой истории. Есть люди, которые пытаются управлять вниманием словами. Они дают интервью, объясняют, оправдываются, спорят, делают заявления. А есть те, кто управляет вниманием иначе, тишиной и уверенностью. И сейчас Керем Бюрсин выглядит именно таким человеком. Он словно не участвует в шуме, который вокруг него поднялся. Он не пытается доказать, что все серьезно, не разыгрывает романтику на публику, не устраивает спектакль из личной жизни. Он просто присутствует, и этого достаточно, чтобы обсуждение не прекращалось. Потому что публика всегда чувствует разницу между тем, кто пытается понравиться, и тем, кто просто живет. И именно это ощущение «просто живет» стало для многих самым сильным триггером интереса. Ведь когда знаменитость ведет себя спокойно, зритель начинает думать, значит, он уверен. Значит, он не боится реакции. Значит, он действительно в новом состоянии. И в этой истории особенно важна визуальная часть. Керем не говорит, он показывает. Он не объясняет, он появляется. Он не спорит, он сохраняет спокойствие. А Милан стал идеальным местом, где эта стратегия читается громче всего. Потому что там нет необходимости говорить. Там достаточно выйти, посмотреть в камеру, сделать шаг, и весь интернет уже решит, что это значит. И чем увереннее он выглядит, тем сильнее ощущение, что он наконец-то перестал быть героем чужих ожиданий. Раньше вокруг него часто была атмосфера «а вдруг», «а если», «а что на самом деле?». Публика жила догадками, потому что личное было закрыто. Теперь же личное стало видимым, и это убрало один слой загадки, но добавило другой, более глубокий. Теперь загадка не в том, с кем он, а в том, кем он становится. Потому что его поведение выглядит как переход. Как внутреннее решение, больше не играть в недосказанность. Не кормить публику намеками. Не зависеть от того, кто что напишет и кто что подумает. И это, на самом деле, самая сильная позиция, которую может занять публичный человек. Но именно она и делает финальный вопрос неизбежным. Если он так спокойно показывает новую главу, если он не прячется от внимания, если он выглядит уверенно и собрано, то что дальше? Потому что зритель чувствует, это не конец. Это начало. Начало нового образа, нового периода, новой версии Керема, где он одновременно остается тем, кого любит, и становится человеком, который больше не живет по чужому сценарию. И вот здесь важно понять одну вещь. Внимание к Керему сейчас – это не только интерес к отношениям. Это интерес к переменам. Люди наблюдают за тем, как он меняется, как он держится, как он переворачивает привычную схему. И в этом есть особая интрига. Потому что такие изменения обычно ведут к чему-то большему. К новым решениям, новым шагам, новым выходам в публичность. Не обязательно к скандалам. Не обязательно к драме. Но к движению точно. И теперь мы подходим к финальной части этой истории. К той точке, где все складывается в единый смысл. Это просто роман, который случайно попал в новости, или это действительно начало большой главы, где Керем становится еще более сильной фигурой в медийном пространстве. Ответ не звучит громко. Он складывается из того, что мы уже увидели.
И сейчас осталось только поставить финальную точку так, чтобы она оставила зрителю ощущение. История продолжается, даже если новых заголовков станет меньше. Иногда достаточно одного кадра, чтобы люди начали видеть тебя иначе. Не потому, что ты изменился за одну ночь, а потому, что ты впервые позволил другим увидеть то, что раньше оставалось за закрытой дверью. История вокруг Керима Бюрсина началась как вспышка, яркая, резкая, мгновенно разлетевшаяся по сети. Он показал новую девушку, и это стало тем самым моментом, который невозможно было проигнорировать. Не из-за громких слов, а из-за уверенности, с которой это произошло. А дальше внимание только усилилось. Потому что публика увидела рядом с ним не просто человека из личной жизни, а медийную фигуру, и это моментально расширило масштаб обсуждения. Две аудитории пересеклись, два мира столкнулись, и Керем снова оказался в центре, но уже в новом качестве. И когда сеть кипела, он не ушел в тень. Он появился в Милане, спокойно, стильно, уверенно, будто показывая без слов, он не собирается жить по чужим правилам. Это не выглядело как попытка что-то доказать. Это выглядело как контроль. Как взрослая позиция человека, который знает, что делает. Конечно, прошлое тоже пыталось вернуться в кадр, так всегда бывает, когда начинается новая глава. Но чем больше люди пытались сравнивать и обсуждать, тем яснее становилось другое: Керем уже не там. Он не в прошлом. Он в настоящем. И он идет дальше. И именно это делает историю не просто новостью о личной жизни, а моментом трансформации. Потому что сейчас Керем выглядит как человек, который больше не боится внимания. Он не раздувает тему, не спорит, не объясняется. Он просто показывает жизнь такой, какая она есть. И, возможно, именно поэтому эта история так зацепила всех. Потому что в ней нет искусственного шума. Есть только одно ощущение: Керем вошел в новый этап, где он сам решает, что показывать миру и когда. А значит, самое интересное впереди. Если тебе понравился этот разбор, поддержи видео лайком, подпишись на канал «Любовь и мечты» и обязательно напиши в комментариях, как ты думаешь, это просто красивая новая глава или начало самого громкого периода в его жизни.